Всем привет, дорогие зрители! В этом видео предлагаю вам приготовить дрожжевой пирог с яблочной начинкой и апельсиновой песочной крошкой. Если у вас много яблок и вы не знаете, куда их деть, то вполне можете приготовить этот пирог. Для его приготовления я беру муку, мягкое сливочное масло, молоко, сахар, яйцо, свежие дрожжи, соль и ванилин. В дежу миксера вливаю молоко, добавляю туда сахар, соль, свежие дрожжи, немножко перемешиваю лопаткой до тех пор, пока дрожжи немножко разойдутся в молоке. Затем добавляю яйцо, мягкое сливочное масло, ванилин добавляю к муке и просеиваю это все через сито. Далее буду замешивать тесто с помощью миксера. Цепляю насадку крюк, включаю миксер на первую скорость и жду, пока вмешаются все продукты. После того, как все продукты вмешались в тесто, миксер будет еще около 8 минут вымешивать его. Тесто уже достаточно вымешалось, его поверхность гладкая и однородная, и тесто не липнет к рукам. Я немножко округляю его, затем ложу обратно в дежу и отправляю в теплую духовку на расстойку. Обычно на это уходит около часа. Пока тесто на расстойке, я приготовлю песочную крошку. Для нее возьму муку, сахар, холодное масло и цедру одного среднего апельсина. В миске смешиваю муку с сахаром, добавляю туда масло и руками перетираю все эти продукты в крошку. Затем добавляю апельсиновую цедру, также немного перемешаю и пока уберу в холодильник. Теперь беру яблоки, апельсиновый сок, сахар, сливочное масло и буду делать начинку для пирога. В растопленное масло выкладываю яблоки, посыпаю их сахаром, затем сверху выливаю апельсиновый сок, он у меня с мякотью. Все перемешиваю и буду тушить до мягкости. У меня на это ушло где-то 11-12 минут. К этому времени как раз подошло тесто, и теперь буду формировать из него основу пирога. Слегка припыляю стол мукой, выкладываю на него тесто и теперь немножко обминаю его и сразу же буду раскатывать. Для этого рецепта мне не понадобится форма, все буду делать просто на пергаменте. Тесто я буду раскатывать достаточно тонко, около 5 мм, потому что хочу, чтобы начинки было довольно много. Если вы хотите, чтобы в вашем пироге было больше теста, чем начинки, тогда раскатывайте тесто потолще. Перекладываю раскатанное тесто на пергамент и убираю все неровности. Еще немного подкатываю тесто. И теперь немножко увлажняю края, потому что бортики у меня будут с начинкой. Для этого я беру корицу с сахаром и просто вот так вот по краям распределяю ее равномерно. Затем эти края плотно подкатываю и прижимаю снизу. Для того, чтобы бортики были более интересными, делаю на них надрезы. Надрезы довольно глубокие и делаю по всему бортику. Затем лепесточки, которые получились, разлаживаю в разные края. То есть один лепесток смотрит в одну сторону, второй в противоположную. Получается очень красивый бортик. И теперь накрываю тесто пленкой и даю ему подняться. Основа пирога уже у меня расстоялась и увеличилась в объеме. Теперь выкладываю на нее яблоки, которые были подготовлены заранее. Равномерно распределяю по всей основе. И теперь посыпаю это все крошкой, которую также я приготовила заранее, и она у меня была в холодильнике. Этим и удобен рецепт, что пока подходит тесто, вы подготавливаете все остальное. В это время духовка у меня уже разогрета до 175 градусов. И теперь ставлю пирог на средний уровень, и он у меня выпекается ровно 25 минут. И такой вот красивый румяный он получается. Начинка немножко вытекает из бортиков и карамелизируется.
Можно ее оставить так, либо же убрать лопаткой. Пирог получился очень вкусный. В нем тонкое дрожжевое тесто, бортик с начинкой, много яблочной начинки в центре пирога, сверху хрустящая песочная крошка с апельсиновым вкусом. Вкус апельсина здесь очень яркий, и даже можно подумать, что начинка не яблочная, а апельсиновая. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока, до новых видео.